Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро-прогноз «Все не так, как кажется». 3 поворота судьбы до конца августа в ближайшие дни, в ближайшее время. 3 знака судьбы, что вам важно услышать прямо сейчас и нужно принять во внимание. И мы с вами достанем 3 карты на колоде Ленорман. Именно те сферы жизни, пусть они нам покажут, где вот эти 3 момента, 3 поворота, что-то очень важное. Давайте попытаемся сконцентрировать внимание и попросим карты нам в этом помочь. Именно что необходимо, как держать, да, в центре собственного внимания. Что для вас может быть как значение судьбоносного поворота, и это будет происходить в течение августа месяца. Август у нас важный месяц года за счет планетарных транзитов. Стелиум. Стелиум – это скопление планет. И здесь это скопление происходит в знаке зодиака Лев. И не какие-нибудь планеты, а Юпитер, Солнце и Меркурий. Вот давайте с вами и узнаем, что это значит для тельцов. Первый знак судьбы. Или второй знак судьбы, или поворотный какой-то момент, с чем, с кем, с какими событиями, пусть нам карты подскажут, чтобы тельцы могли переложить на себя и какую-то историю, может быть, не упустить, а может быть, какой-то счастливый шанс. Итак, первый знак судьбы, о чем вам хотят поведать карты, на что обратить ваше внимание, заострить. Вот смотрите. Тут вас ждет такой момент, непростой момент, должна сказать сразу, у вас что-то меняется. Причем шикарная карта, когда у нас тут по нумерологии вам как будто сейчас карты хотят предупредить вас, и вам нужно это принять во внимание. У вас на горизонте именно какая-то победа. Но эта победа, она не тогда приходит, когда, ну вот как-то так оно, знаете, все красиво и гармонично складывается. Нет, все-таки карта тучи. Она говорит о том, что у тебя именно этим может быть какой-то сложен, ситуативно, например, случай, или, может быть, это касается взаимоотношений, когда тоже нужно как перевести в новый формат. Были тучи, а тут же все-таки солнце. Тучи всегда, как аркан Ленорман, это не есть что-то надолго, потому что, туча, прилетела туча, улетела, мы говорим, да, в шутку. То есть это какой-то момент, когда мы не видим возможности, это какой-то момент, когда нам сложно, может быть, тяжело, а может быть, это где-то символизирует и прежнюю историю, когда тоже у вас что-то не получалось осуществить. Я должна сказать, эта карта соответствует еще и королю Треф, поэтому для кого-то из вас взаимоотношения с конкретным человеком, с которым именно прежде как-то все было сложно. Может быть, и не все, но так частично, что-то тельцам не нравилось. И вот именно поворотный момент, как знак судьбы, смотри, телец, не упусти. Явно присутствует человек, с которым тебе придется какой-то почетный, может быть, компромисс заключать, или проводить откровенные разговоры, пересматривать, может быть, и ваши взаимоотношения. И трефы. Трефы – это у нас больше дела. Это где-то документы, возможно, решение финансовых вопросов. И вот такие вибрирующие энергии, которые вроде бы обещают вот эту победу, но эту победу легко упустить, мои дорогие. Вот давайте попросим карты Таро нам раскрыть, с чем, с кем это может быть связано. Да, тут действительно есть конкретный человек, с которым придется договариваться, причем, может быть, документы, деньги, может быть, это близкий человек, это семья, но для кого-то это именно чувство. И вот смотрите, у вас получается так, 4 пентаклей, ничего я не хочу, мне сейчас вот, в принципе, и так пойдет. Пойдет, потому что для тельца могут быть в центре внимания именно финансовые темы какие-то. Но здесь и карта подсказывает, что именно где тебе, как себе соломки надо подстелить, телец. У тебя есть какая-то персона, именно какой-то человек в вашей жизни сейчас очень важен. Важен, потому что, скорее всего, взаимоотношения это будет продолжено. Какой-то контакт будет продолжен. И я не могу сказать, что вам все нравится на 100%. Но вот знаете, по этой карте так и хочется сказать, как мы в Беларуси говорим, не чапай.
не трогай меня, да, у меня и добро, и зараз, и все, и мне как бы, я способна этим ограничиться, мне уже как будто будет хорошо. У кого-то это может даже совпадать с периодом усталости, когда банально хочется отдохнуть. Может быть, это будут какие-то очень сложные отношения или какая-то сложная история, переговоры, когда в центре вот именно этих переговоров, темы, как самой, да, самого сюжета, будут тоже деньги. И тут именно по деньгам придется что-то вам рассматривать, перезаключать, договариваться. А все-таки нам по двойке кубков говорит, нравится или нет, но для твоего блага, телец, для твоей победы. Как будто есть вот немного этих людей. Но тебе придется, да, вот они почему тучи. Потому что тут, скорее всего, у вас это может сопровождаться как какой-то внезапной информацией. Здесь, может быть, и в принципе все хорошо. Но в какой-то из дней, до конца августа, мои дорогие, и тут у каждого по-разному, вы слышите какую-то новость, и она вам неожиданна. По тузу мечей, тем не менее, вот, значит, таким образом заканчивается ваш какой-то жизненный лабиринт, но по тузу мечей мы сами можем отрезать что угодно, да, ну так условно говоря, потому что где-то желание будет, ну, поступить по-своему. Или когда мы можем чувствовать, что да, вроде ситуация какая-то заканчивается, подходит, может быть, к разрешению. Здесь, в принципе, вы можете чувствовать, четверка пентаклей дает вот именно где-то уверенность, да, вот этот фундамент, он как будто у вас уже есть. И, знаете, это может сослужить такую медвежью услугу, когда нам хочется сказать, может быть, кому-то, словно, ну вот сказать и нет, и сказать, что, да знаешь, я обойдусь, мне и так вот все хорошо. А нам говорят, вот ты как будто можешь, вот сейчас тебе удача идет на порог. Или тебе идет конкретный человек для помощи. И этот человек может быть, кстати, с учетом туза мечей, не самый простой. По мечам это те люди, которые думают, возможно, не так, как вы. Они тоже умеют отрезать, они, ну, условно так, иносказательно говоря, да, или аллегорически, или те люди, которые умеют сказать «нет» точно так же, как и вы, мои дорогие. И вот здесь может быть сложная конфигурация отношений, может быть сложно понять друг друга. Мы как в разных мирах, мы как на разных языках говорим. Ну, кстати, может и правда на разных языках, кто знает. А ведь шестерка пентаклей – это карта финансового успеха, благополучия и помощи высших сил. Вам именно сейчас высшие силы помогают для себя. Может быть, это, знаете, у кого-то даже проиграется так, ну, есть такая поговорка, впереди кинь, позади найдешь. Так вот, вы можете не видеть, как в последующем разовьются события, но у вас есть в вашей жизни какой-то очень важный человек, с которым вам нужно всячески сохранять гармоничные отношения и что-то продолжать. По этой карте может быть просто даже, ну давайте так, абстрагируемся немножко, пусть это не личная жизнь, а, предположим, чиновник, официальное лицо, которое тоже вам как судьба посылает для того, чтобы вы решили какой-то свой вопрос или проблему. И вам может этот человек, все-таки туз меча это лабиринт, опять же, путаница какая-то заканчивается. Предположим, даже какой-то чиновник не желает вам зла, но ту информацию, которую он вам доносит, она вам может не нравиться. Ну, значит, правда всегда, да, по тузу мечей. Правду мы ищем, и мы ее находим. Поэтому, скорее всего, будет какая-то ситуация, которая касается, что то, что мы слышим, поначалу нас может не удовлетворять. А тем не менее, если мы так сядем, спокойно поразмышляем, и мы поймем, что для нас это единственный шанс. Потому что по шестерке пентаклей, кстати, есть люди, которые вам могут прийти на помощь. Это для тех, у кого сейчас сложная ситуация по финансам, или, может быть, по финансам вас поддержать, или у кого, ну, вот какое-то документальное оформление требуется. Точно, вот смотрите, вам придется держать двойной баланс. Мало того, что у нас жонглер, который жонглирует, да, и, кстати, карта говорит, у тебя ты как будто деньги у тебя будут. Но ведь часто мы говорим, карта жадины, да, по четверке пентаклей.
Вот вас в августе могут не очень нравиться, как может быть ваш доход, вы ожидали чего-то большего. Вы, мои дорогие тельцы, можете прийти к мнению, что нет, мне сейчас надо как-то быть так более прижимистым. Мне придется экономить, потому что по двойке пентаклей, да, мы экономим. А по четверке пентаклей нам жалко обычно, да, мы называем, ну, в шутку, карта скупердяя. Но здесь, вот знаете, рядом двойка кубков, это может ведь означать, что мы становимся где-то жадными на эмоции. Может быть, какая-то история, которая сложилась у вас до этого времени, она может, ну, так вот эмоционально вас немножко как держать в заперти, в застенках каких-то мыслей, когда вы, ну, как, может быть, по кругу гоняете мысли именно на предмет решения какого-то финансового вопроса. Ну, тут нам трохи не до эмоций, правда, бывает. Вот такой момент. А вам, видимо, придется соединить возвышенное и земное, потому что все-таки кубки – это чувство. Может быть, это где-то взаимное какое-то доверие, творчество, в целом взаимодействие, взаимопонимание. Но вот три пентаклевые карты говорят, что телец может больше быть именно в таких, ну, материальных энергиях или в материальных вопросах. Я должна сказать, что у нас 23 числа Солнце в Деве, а Венера, также ваша планета-управитель, она у нас уже в весах. И поэтому до конца августа у нас волшебное время все-таки с кем-то договариваться, держать баланс, мои дорогие. И вот этот баланс, когда помимо денег, а тут еще и на качелях, вот двойной баланс вам как будто необходимо держать. Потому как даже если ты с чем-то не согласен, но точно август не вынесение вердиктов. Я вам дополню, и может быть вам это поможет. Мы рискуем. Мы рискуем, знаете, как сказать какую-то фразу, вынести вот именно какой-то вердикт, может быть, кому-то сказать так где-то в резких тонах. Нет, так не будет. Я говорила, мы можем столкнуться с людьми, которые нас не будут уговаривать. Те, которые воспримут «нет», как «нет» навсегда. Хотя телец-то мог бы еще подумать, да? Или телец вообще не думал, что это будет воспринято где-то так остро, однозначно, словно сказал, отрезал. А вы, говоря «нет», какую-то историю потом вспять не повернете. Будьте внимательны к тому, что вы говорите. Именно дипломатия – это ваш конек. А общения будет много. Второй знак судьбы. Может быть, для вас. Опять же, карта нам говорит, что восьмерка пик будет говорить о какой-то услышанной новости. К вам это может прийти новость не тогда, когда вы ожидаете, да, какой-то сюрприз такой новостной, может быть, когда вы ищете даже нужную информацию. А это совершенно неожиданно в общении с какими-то людьми. Может быть, это у нас карта парк, это всегда много общения, поэтому приготовьтесь. Много будет людей и, видимо, даже через вот такое разностороннее общение или контакты к вам придет какая-то новость, которая может быть вам полезна. Давайте мы узнаем, с чем это связано. А вообще, будьте внимательны, посмотрите, как у вас карта Солнца. Это выбор правильного направления. Поэтому даже та новость, восьмерка все-таки пик, мы можем сомневаться. Вспомним с вами карту Таро, восьмерка мечей. Это карта искаженного восприятия. И чаще всего это нам показана девушка, которая находится в окружении мечей, еще и с завязанными глазами. И ей именно кажется что-то, потому что она не видит того, что вокруг. Она смотрит вглубь себя. Она как самокопанием каким-то занимается. Но это к делу не относится. У вас проясняется какой-то вопрос, мои дорогие. И пусть это прояснение происходит не просто каким-то таким, ну, знаете, мягко, нежным путем. Но это для вас имеет поворотное значение, потому что именно это даже то, что нам поначалу, предложение, например, да, или какое-то взаимодействие именно с конкретным человеком, нам тоже тут, ну, как будто мы не в восторге, или мы ждем подвоха, вот я такое тоже могу, особенно по аркану тучи, да, как будто сейчас туча, и мы уже так это вот приготовились, что
Сейчас будет еще что-нибудь, ну, со знаком минус, а тут нет, тут наоборот. Но, тем не менее, мечи присутствуют, поэтому, ну, или пики, да, есть какая-то острота момента, а для вас, посмотрите, праздник после победы и аркан Солнца. Для вас последующие, это для каждого знака зодиака, именно с августа месяца будут очень важны полгода, может быть и 6 месяцев, 8 где-то месяцев, да, то есть когда будут решаться какие-то очень важные вопросы, которые касаются именно вашей стабильности. Может быть, и место пребывания. Вопросы с недвижимостью, кстати, иногда эта карта будет говорить именно о доме. Но это еще и коллектив какой-то или сообщество. Может быть, для кого-то это проиграется, ну, даже через творчество, может быть, интернет, какие-то контакты, да. Но интернет-контакты, я не говорю, это о том, что мы ищем каких-то там новых знакомых или еще что-то. Но я имею в виду посредством, может быть, интернет, каких-то цифровых технологий. Вы, к примеру, развиваете свое хобби или свое творчество, или работаете тоже где-то на дому, потому что карта тоже может об этом говорить. Поэтому тут опять же могут быть люди, которые через общение разным способом к вам приходят, и может быть, телец будет формировать именно словно, знаете, вот мой круг, что будет, может быть, на последующие полгода вам тоже придется определяться. И вот посмотрите, какие-то, правда, правильные люди, потому что по пятерке пентаклей тут двояко может быть. С одной стороны, мы сами не хотим обращаться за помощью, вот я говорила, по четверке, да, хочется, наоборот, что-то удержать. Здесь как мысли идут в одном направлении, и тут ни про любовь, ни про вдохновение, тут какие-то, ну, может быть, и правда у кого-то ситуации, когда хочешь не хочешь, а придется тебе задуматься о хлебе насущном. Но, видимо, вот в этом и сложность августа до конца месяца, в ближайшие дни. Будьте внимательны. Тут могут люди как будто от вас ждать больше лояльности. Люди могут ждать от того, что вы, ну, вы проявитесь как-то более открыто, мои дорогие. Да, тут есть такой нюанс, когда нам что-то тоже не нравится. По пятерке всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания или недостаток в финансах. Может быть, и есть какая-то тема, которая, ну, вас держит словно в застенках, и вы именно ментально о чем-то постоянно думаете. Но я вот, вы знаете, тут может быть как причина и следствие, или взаимосвязанные ситуации. Вы об этом где-то думаете, но вас-то это не оставляет, как и вы не можете как расслабиться, что ли, мои дорогие. Или вы не хотите кому-то, особенно по пятерке пентаклей, обращаться за помощью. Может быть, где-то независимый такой телец будет думать, что, ну нет, я всегда справлялся, и я не хочу ни от кого зависеть. А для вас такой экзамен жизни будет, потому что мы как будто рискуем сказать кому-то нет, и сами для себя отрезать, правда, какой-то путь, который для нас может потом сложиться в какую-то очень красивую историю. Но, безусловно, мы по шестерке пентаклей говорим, что да, придется, видимо, какие-то вопросы по части финансов вам решать. Но рядом у нас пятерка пентаклей, еще одна карта, а вверху у нас солнце и четверка жезлов. Праздник, мы говорим, после победы. А по семерке жезлов будут вокруг вас, мои дорогие, какие-то персоны, которые будут на вас рассчитывать, которые, кстати, это всегда чей-то план. Это кто-то вас уже, может быть, так запланировал, распределил куда-то, или вашу помощь. И, видимо, вам, может быть, так отчасти не совсем просто, потому как допускаю, что придется, может быть, и все-таки некоторым персонажам сказать «нет» или каким-то людям, потому что семерка жезлов тут буквально на нас давят, нас как вынуждают с чем-то согласиться. Ну, о принуждении мы вообще не говорим, но, видимо, придется отделять зерна от плевел вам, мои дорогие тельцы, именно потому что, да, есть что-то, что для вас составляет определенный базис. Все-таки мы говорим, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Но, знаете, вот все в одну как бы кучу. И камни и яйца складывать не нужно. Есть люди, те, от которых может идти помощь. И есть люди четко те, которые эту помощь ждут от вас. Поэтому вот тут надо не перепутать. И в этом вам придется разбираться. Словно придется с кем-то, знаете, такой не просто компромисс,
А я бы сказала по аркану Луна, не входя в долгие разговоры, может быть и так, да, от некоторых задач увиливать, мои дорогие, по-другому тут не сложится, потому что вы вообще, вот как знак судьбы, когда выпадает аркан Солнца, мы как будто вот именно больше собой занимаемся. Да, иногда это карта эго. И так вот мы хотим так, а по-другому мы не хотим. Поэтому мы часто и говорим, эмоции придется где-то сдерживать. Но ведь рядом волшебная карта четверка жезлов. И поэтому это как знак судьбы. Вот именно тебе сейчас в августе решать какие-то свои вопросы. Не быть где-то, знаете, как кому-то костылем будем говорить, ну, я условно говорю, да, или той жилеткой, которую плачут. Потому что вот вам сейчас, вы как будто потеряете вот эти энергии. И мы часто думаем, ну, там, предложили сегодня, предложат завтра. Или сегодня есть возможность, ну, окей, завтра она тоже откуда-то там появится, да, а вы люди сильные. А тут не все так, мои дорогие. Не упустите, у вас на кону ваше счастье, изобилие, процветание, стабильность, надежность, как и по людям, так и по финансам. Третий знак судьбы – любовь. Перемены в личной жизни. И с этими переменами у нас соответствует даме пик. Приходит тоже какая-то новость. У вас могут быть новости, правда, по дому где-то, да, или как и по финансам, по документам я говорила, но точно так же это могут быть вопросы, которые касаются любви. Все-таки 9. И букет, Чиро Маркетти букет тюльпанов прорисовал. И это как признание в любви. Может быть, это будет какой-то важный человек и важный разговор, который касается как именно планирования вашей, потому что все-таки перемены мы не отменяем, планирование, дальнейшие какие-то шаги по части личной жизни. Вот, кстати, у кого-то может быть этот человек, который в достаточно таких холодных энергиях. Вот что бы вы ни слышали, любая позиция где-то нам говорит о том, что Тельцу может что-то не нравиться. Вот как может быть и по финансам не нравится, как от конкретного человека не нравится. Так и тут, казалось бы, уже солнце, да, тут вот общение, да, и четверка жезлов сразу нам уже где-то говорит, вот у тебя сейчас, Телец, в принципе, все, будем говорить, схвачено где-то под контролем, тут в этой теме можно вообще не дергаться. Но может быть, это не с тем эквивалентом, как хочет Телец. Или это не в тех эмоциях, как ожидает Телец. Или, может быть, это вот вопросы у кого-то даже дома, общения, да, не та компания, не тот дом. Вот есть какой-то такой нюанс, когда, вот вроде бы и радоваться надо, а что-то, как деструктивный момент вас, не дает вам вот этих эмоций. Вот смотрите, здесь может быть, опять же, какой-то важный разговор, когда вам будет что-то предложено, по рыцарю мечей здесь может быть не просто предложено, а буквально с какой-то новостью ворвутся события, или эту новость приносит конкретный человек, и для вас это не что-нибудь, а как поворотный судьбоносный момент, когда вам именно по аркану умеренность у нас идет как не случайная случайность. И для чего вот умеренность тогда выпадает? А это когда мы холодные мысли должны к этому как будто приложить, не эмоции какие-то, а к тому, что мы услышали. Ах, вообще это касается именно личной жизни. Значит, вот такая, может быть, для кого-то сложная ситуация. Но посмотрите, ваша энергия, королева Пентаклей. И очень часто близкие идут. Может быть, это и касается ваших родственников, вашего ближайшего окружения. Может быть, тема между супругами, с детьми, кстати, это может быть. Но как-то взаимосвязь, все-таки рыцарь мечей выпал, поэтому я тут больше вижу, что да, тут могут быть такие материальные вопросы или вопросы, связанные с документами, но у вас, мои дорогие, какой-то шанс. Вот как ни странно, весь наш расклад, здесь вам как высшие силы помогают от начала до конца, но либо вы ожидали это в каком-то другом эквиваленте, либо вы предполагали, что то, что предложат, оно должно быть в каком-то другом ключе. А здесь, или может быть это то, что выясняется в течение беседы, я не могу сказать, что вы на 100% довольны августом. Но каждая карта в каждой позиции вам говорит, Телец кричит буквально, не упусти свой шанс.
Очень добрые карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Искренне надеюсь, что вам наш расклад чем-то был полезен. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.